Всем привет! Надеюсь, все отлично отдохнули, и я могу продолжить свой рассказ о путешествиях. И нет, не переживайте, это все еще канал о моделизме. В прошлом ролике я остановился на Риге. Ну что ж, продолжим. Когда я обошел все музеи, сувенирные лавки и рестораны, солнце уже зашло за горизонт. День сменился вечером, который стремительно клонился к ночи. Торговые лавки потихоньку закрывались, а в местных пабах сквозь витрины зажигался уютный свет. Там местный люд вперемешку с туристами на самых разных языках мира шумно обсуждали ушедший день. Ну, а я спешил в гостиницу. И вовсе не для того, чтобы просто принять душ, почистить зубы и лечь спать. Нет, мне не терпелось снять на камеру все свои интересные покупки и похвастаться перед коллегами и друзьями по хобби. Отправить фотографии в Беларусь Евгению, в Германию Константину Пономареву, ребятам в российские чаты и на каналы «Сонный моделист» и «Сводный отряд». Ну, и местным латвийским моделистам в WhatsApp тоже нужно было показать удачные трофеи. Кто-то скажет: вроде взрослые дядьки, а ведут себя как дети. И знаете что? Да, моделисты в душе чистые дети и очень творческие люди. Вот солнце окончательно скрылось, и я ложусь спать. Все покупки бережно уложены в чемодан к остальным упакованным моделям. И да, вы не ослышались. Дорогу я взял с собой целых 4 модели. Завтра рано вставать, меня ждет встреча с небольшой группой рижских моделистов, а затем путь на знаменитый конкурс стендового моделизма в Венгрии, легендарный Машон Шоу. Именно там я и приобрел гидроплан Albatros W4. Это 3D-печать от польской фирмы Lugraf. И вот она, тема нашего шестого ролика. 3D-печатный Альбатрос и поездка на конкурс Машон. И вот, только край солнца показался над горизонтом, а я уже бегу навстречу с рижской группой моделистов. Явка, пароль, отзыв. Ладно, шучу. Меня подобрали буквально в 2 шагах от гостиницы, где я остановился. Пожали друг другу руки, закинули вещи в багажник и в путь. Наш маршрут пролегал через Литву, Польшу, Словакию и совсем немножко зацепил Чехию. В дороге мы, конечно, останавливались, размять ноги, закупиться провизией, поужинать в ресторане или переночевать. Скажу сразу, чтобы вы не волновались, кушал я хорошо и ни в чем себе не отказывал. Еда везде была отличной. Но, не знаю почему, больше всего мне запомнился обычный томатный суп. Довелось отведать его вечерком на польской заправочной станции. Простая томатная похлебка с макаронами. Но до чего же это было вкусно. Была у нас и культурная программа с посещением польских склепов для моделистов. Там было все. Горы коробок с наборами, краски, пигменты, поезда и вагоны для железных дорог и... походу надо пояснить. Склеп с польского переводится как магазин. Забавно вышло. И да, разумеется, я там немного закупился. Не обошлось и без авиационных музеев. Первый из них в Кракове. Если будете в этих краях, обязательно его посетите. Музей огромный. Главное здание и ангары с самыми разными образцами техники. Там есть и гражданские борта, и машины времен Второй мировой, и эпохи Холодной войны, и даже самодельные аппараты, а еще целая аллея мигов. К истории здесь можно прикоснуться в буквальном смысле. Только сильно не налегайте и пальцами не тыкайте. Экспонаты все-таки. Особенно меня зацепил ангар с бипланами Первой мировой. Летательные аппараты далеких времен из фанеры, металла и полотна. Невероятно эффектно смотрится летающая лодка Григоровича М-15. Только представьте, над лодочным корпусом на балках нависает мотор и верхнее крыло. И вся эта ажурная конструкция держится на заклепках, болтах и расщелках.
Другие прототипы тоже хороши. Корпуса из безупречно лакированной фанеры, обтянуты перкалью крылья, моторы со следами масла и видимый деревянный каркас. То, как все это соединено между собой, можно рассматривать часами, напрочь забыв о времени. Кажется, оно там просто остановилось. Кстати, там же выставлен и собранная модель Илья Муромца от i7. Следующей точкой стал музей авиации в Куновице. Это уже Чехия. Он небольшой и по масштабам уступает Краковскому, но тем не менее здесь полно крутых экспонатов. Например, в некоторые гражданские самолеты можно зайти внутрь и осмотреть салон. А самое приятное, в теплую погоду посидеть на скамеечке за столиком прямо под огромным крылом Ил-14Т, поесть пончики с печеньем, запивая все это апельсиновым соком и предвкушать. Ведь впереди нас ждет Машон. Ну вот мы и добрались. Небольшая группа из Латвии в составе 3 человек. И в первую очередь это Николай, или как он более известен международному сообществу моделистов, волшебник, фигура знакомая, настоящий мастер авиации и мотоциклов. С нами Валдис, ведущий латвийский специалист по стендовой авиации, ну и один липачанин со своими броневичками, то есть я. Вообще, с нами должен был ехать еще и Андрей, главный латвийский мастер по диорамам. Но, увы, по техническим причинам у него не получилось. Зато его работы мы довезли в целости и сохранности. Они участвовали в конкурсе наравне с шедеврами моделистов из других стран. Доехали мы весело. Волшебник доделал свою модель буквально в ночь перед выставкой. Ну а я развлекался тем, что по вечерам в дороге чинил поломавшиеся детали у своих броневиков. К счастью, по пути нам попадались модельные магазины, где я вовремя закупился всем необходимым, кисточками и краской, чтобы оперативно все подшаманить. И вот я на выставке. Открываю коробки, достаю свои работы, руки дрожат, волнение зашкаливает. И как назло у некоторых моделей в самый последний момент опять что-то отвалилось. Кое-как, на чистом адреналине, быстро все подклеиваю, подкрашиваю и расставляю на столы. Глубокий вдох, выдох. Все, я готов к выставке. А сама выставка невероятно масштабная. Люди все прибывают и прибывают. Появляются новые потрясающие работы самых разных направлений, масштабов и размеров. Техника наземная и воздушная, гражданская и военная, фантастика и историческая повседневность, мотоциклы, грузовики, танки, авианосцы, подводные лодки, парусники, космические корабли. Внимание привлекает абсолютно все. И где-то там, среди этого калейдоскопа пластиковых шедевров, стоят и мои работы. Раньше я взирал на все это великолепие по ту сторону монитора, в обзорах других моделистов, которым посчастливилось там побывать. А сейчас? Сказка ли? Сон ли? Я здесь, вживую, да еще и не с пустыми руками. Чтобы описать все работы, которые я тут увидел, у меня не хватит ни времени, ни слов. Это просто нужно видеть своими глазами. Фантазия моделистов здесь раскрывается совершенно безумными путями и в самых неожиданных направлениях. Наверное, слова тут излишни. Я просто покажу вам фотографии, которые успел сделать. Конечно, далеко не всех работ. Так что я просто включу приятную музыку и наслаждайтесь.
Больше всего меня поразили фигурки. Они ведь не ограничены строгими рамками геометрии, брони или количеством заклепок. Здесь все зависит исключительно от легкости руки мастера
и его умение передать свое видение мира. Диорама или фигурка — это настоящий холст художника. На выставку приехали и клубы, которые показывали свои работы вне конкурса. С одним из авторов я немного поболтал, и он показал мне свое творение. Прямо в старом, ненужном ведре он умудрился создать целую диораму. И надо сказать, исполнение там высочайшего уровня. Но вообще, перед поездкой сюда я заказал у фирмы Луграф 3D-печать морского биплана Альбатрос W4 в 1:32 масштабе. Надо было его как-то найти и забрать. Прошелся по второму этажу, поспрашивал у администрации, и мне подсказали: за этим залом есть еще один, а не там. Я пошел в указанном направлении, открыл дверь и испытал настоящий культурный шок. Зал был забит до отказа. Торговые лотки магазинов, производители 3D-печати, представители известных модельных фирм со своей продукцией. Короче, держись за кошелек крепче. Хотя, уверяю вас, это вам все равно не поможет. Я тоже слегка закупился. Ну и свой альбатрос, конечно же, забрал. Удалось поболтать с продавцами. Например, ребята из Франции привезли миниатюры в металле в стиле плоской нюрнбергской фигуры. У них есть даже готовые работы в виде небольших картин. 2 из них я купил в качестве сувениров для родственников. И одна сейчас висит дома у моей матушки. А вот и молодая пара из Италии. Они занимаются 3D-печатью. У них на стенде красовались невероятные мыши, покоряющие подземелья. Лучник, рыцарь, друид и волшебник. А рядом отважный герой, сразивший монструозный кусок сыра. Кстати, некоторые их фигурки, уже раскрашенные другими моделистами, выставлялись в конкурсной зоне. В общем, парочку мышей я у них тоже приобрел. И тут я замечаю знакомую диораму. Гоночный трек с мотоциклами. Я ее видел на прошлых обзорах Машона. Опять же, через монитор. Рядом продавались те самые 3D-печатные мотоциклы. Спрашиваю продавца: ваша работа? Оказывается, да, его. Он сам их проектирует, печатает, собирает и продает. А еще у него в ассортименте куча классных 3D-печатных животных. Вообще, Машон — это не только выставка, магазины и конкурс. Сюда съезжаются моделисты со всего мира, и здесь всегда можно встретить знакомых и друзей. Мне посчастливилось встретить Евгения Жаркевича. Очень приятная вышла встреча. Здорово, что у него тоже получилось приехать. И, конечно, как мы и планировали, я пересекся с Константином Пономаревым с канала «Сибирский масштаб». Главным, как сказать, шерманьяком. Мы часто переписывались у него на стримах и в WhatsApp. И вот, наконец-то, жмем друг другу руки вживую. Поболтали, обсудили кучу всего модельного и сделали общее фото на память. Чуть позже я пересекся с группой, с которой приехал Константин. В беседе не удержался и похвастался своим свежеприобретенным альбатросом. Мы разложили коробку прямо там же. Разглядывали детали, как маленькие дети, и искренне поражались качеству этой классной игрушки. Но тут за мной приехало такси, и мне пришлось буквально убежать со своим бипланом, оставив всех в полном расстройстве от такой скорой разлуки. Ребята, извините, солнце уже село за горизонт, и пора было отправляться спать. Также я посетил мастер-классы некоторых мастеров. Мой вам совет: ходите на них, даже если тема кажется не вашей. В процессе всегда можно посмотреть какую-то новую фишку или прием, который потом пригодится в работе. Для меня, например, полезными оказались уроки по росписи фигур. Да, я собираю исключительно бронетехнику первой половины 20 века. Но хорошая фигурка может круто дополнить и оживить модель, а вот плохо покрашенная напрочь испортит всю работу. Так что учиться нужно всегда. И неважно, если твой привычный масштаб немного меньше. Ну вот,
И приближаются последние минуты экспозиции. Участники уже достают свои коробки и чемоданы, бережно упаковывают модели. Впереди минуты славы и награждения авторов лучших работ. Получил ли я на этой церемонии медаль? Скажу честно, ни одной официальной и неофициальной награды я не увез. Жалко? Возможно, самая малость, но точно не обидно. Приехав на выставку, выставив свои модели на столы и сравнив их с другими вживую, я понял одну важную вещь. Мои работы неплохие. Да чего уж скромничать, хорошие у меня работы. Даже объективно лучше некоторых. Раньше, когда я только начинал серьезно заниматься моделизмом, у меня была мечта строить так же круто, как мастера на крупнейших европейских шоу. И вот этот день настал. Мои модели стоят здесь, на Мошоне. Но тут возникает закономерный вопрос. А почему же тогда без наград? Да потому что вокруг были собраны сотни таких же хороших работ со всей Европы и не только. И мои среди них просто растворились. Чтобы побеждать на таком уровне, модель должна не просто быть качественной, она должна выбиваться из общей массы за счет масштаба работ, нестандартной идеи, яркой и необычной подачи. Она должна намертво врезаться в память судей. И это значит лишь одно. Мне есть над чем работать и куда расти. Впрочем, свои маленькие награды я все-таки получил. Когда я еще только упаковывал одну из моделей в коробку, подошел человек, то ли участник, то ли зритель, внимательно взглянул на нее и сказал «Good job». Это было неожиданно и безумно приятно. А под другой моделью я обнаружил оставленную кем-то карточку с надписью «Wow, I really like it». Мои работы нравятся кому-то еще, абсолютно чужим людям, помимо меня самого и моих друзей. Вот это и есть моя главная, самая ценная награда на этой выставке. А впереди не близкая дорога домой. И что самое интересное и удивительное, на обратном пути ни одна из моих работ вообще не пострадала. Хотя я тут вовсю рассказываю про выставку и делюсь впечатлениями о поездке, а самого главного-то я не показал. Свои работы, которые возил в Мошон. Что ж, особо распространяться про них сейчас не буду, дабы остался материал на следующие ролики. Просто покажу. Вот виньетка с броневиком Renault от Copper State Models с 37-мм пушкой Гочкис М1885. Я про нее поведал в своем самом первом ролике, и как раз с нее начался этот канал. А вот канадец от той же Copper State Models. Довольно-таки интересный броневик. Я уже его возил в Клайпеду на конкурс, его теперь пригнал в Мошон, и именно к нему в этот раз приложили заветную карточку с надписью «Wow, I really like it». Рядом расположился броневик Зубр. Кстати, как вы думаете, кто его производитель? Ну и на десерт конверсия. Французский артиллерийский танк Первой мировой. И нет, это не плод моей бурной фантазии, а реальный результат инженерной мысли французов, когда-то воплощенный в металле. Вот я и дома. В телефоне множество фотографий с поездки, в душе море впечатлений и грандиозных планов. А в чемодане уже ждут своего часа коробки с новыми моделями, которые еще только предстоит собрать. Начнем с Albatros W4. Но прежде чем залезать в коробку с кусачками и клеем, давайте поближе изучим наш прототип и наведем исторические справки. Всю историю огромного семейства самолетов Albatros я пересказывать не буду. Биплан этот довольно-таки известный, и материалов по нему масса. Поэтому предлагаю сконцентрироваться конкретно на одном варианте, на нашем гидроплане. Во время Первой мировой войны британская авиация начала активно атаковать немецкие порты и другие военные объекты на побережье. Это заставило командование германского флота всерьез задуматься о создании эффективных морских истребителей. Задача спроектировать такие аппараты была выдана сразу нескольким авиастроительным фирмам, среди которых оказалась и знаменитая Albatros
Flugzeugwerke. Инженеры компании не стали изобретать велосипед и взяли за основу уже имеющийся удачный истребитель Альбатрос Д-1, оснащенный 160-сильным двигателем Mercedes. В конструкцию внесли небольшие изменения. Размах крыльев увеличили примерно на 1 метр, переработали хвостовое оперение и, конечно же, установили поплавки. Вооружение изначально состояло из одного пулемета Максим ЛМГ-08-15 с правой стороны фюзеляжа. Сам корпус машины остался деревянным, а вот каркас стабилизатора, опоры и рулевых поверхностей изготовили из стали. Интересно, что экспериментальные прототипы и часть первых серийных машин имели стандартное водяное охлаждение двигателя, а вот более поздние варианты получили плоские радиаторы от Tevez и Brown, которые монтировались прямо на верхнее крыло. Постройка первого из 3 опытных образцов прошла очень быстро. И уже 28 августа 1916 года его отправили на официальные испытания в Варнемюнде. Однако тесты, длившиеся несколько месяцев, сразу выявили кучу проблем. Пожалуй, главной из них стала слишком задняя центровка. Проще говоря, у самолета оказался перетяжеленный хвост. Да и угол установки крыла изначально выбрали неправильный. Первый прототип тут же отправили на доработку, удлинив ему поплавки, после чего вместе со вторым прототипом вернули на испытание. Но проблему с центровкой это до конца так и не решило. А вот с правильным углом крыла конструкторы разобрались только на 3-м прототипе, который поступил на тесты в декабре 1916 года. И все же, несмотря на все эти детские болезни, машина показала себя вполне достойно. Еще в сентябре фирма получила заказ на первую партию из 10 машин, 9 из которых ушли на фронтовые испытания. И там снова посыпались проблемы. Поплавки оказались чересчур хрупкими, их приходилось латать чуть ли не после каждого вылета. Причем усиливали их механики прямо в боевых частях. Фанерная обшивка фюзеляжа от контакта с морской водой начинала расслаиваться, да и крылья страдали не меньше, так что их приходилось обрабатывать специальными водостойкими составами. Вдобавок, штатные радиаторы были слишком малы и не обеспечивали нормального охлаждения, поэтому со временем их заменили на один большой радиатор. Всего с октября 1916 по август 1917 года военные заказали 85 машин 4 последующих серий. Эти самолеты получили уже по 2 пулемета и дислоцировались на базах Балтийского моря, например, в Виндау, это нынешний наш Вентспилс. Правда, в реальных воздушных боях они участвовали редко, зато послужили отличным средством бартера с Австро-Венгерской империей. Немцы отдавали союзникам готовые гидропланы, а австрийцы взамен поставляли мощные 12-цилиндровые двигатели Аустру-Даймлер, которые были позарез необходимы для немецких тяжелых бомбардировщиков Зеппелин, Стакен. В общей сложности было заказано 118 таких гидропланов, из которых заказчику успели передать 91 машину. В дальнейшем командование решило, что в открытом море гораздо эффективнее использовать двухместные истребители, вроде Фридрихсхафен FF-33 или Ханса Браунденбург W-12. Поэтому наши альбатросы постепенно перевели в разряд тренировочных, а часть и вовсе отправили на склады. Ну, а когда Первая мировая война закончилась, эти самолеты окончательно остались не у дел. Давайте взглянем на Альбатрос вживую. Как я уже говорил, сам по себе этот самолет довольно-таки известен и широко представлен в мире моделизма в самых разных модификациях и масштабах. А вот наш вариант, то есть гидроплан, встречается на полках магазинов гораздо реже. Есть простенький набор от всеми нами любимого Роден в 72-м масштабе. Имеется вариант от фирмы Эдуард в 48-м, и там качество, конечно, уже на порядок выше.
Существуют даже бумажные версии от Answer и VAC. Ну и, наконец, перед нами 3D-печатная модель в 32-м масштабе, прямиком из Польши от фирмы Luggraf. Из всех перечисленных наборов у меня на руках сейчас только он. Так что давайте рассмотрим его во всех подробностях. Коробка оформлена очень приятно и привлекательно, хоть и рисунок на ней компьютерный. И что крайне важно, на ней сразу красуется пометка For Experienced Modelers. То есть новичкам за этот проект лучше не браться. Тут нужен опыт. Открываем коробку и видим, насколько аккуратно внутри уложены все элементы. Это вам не просто куча литников, туго набитых в один общий пакет. Нет, здесь группы деталей бережно разложены по отдельным мешочкам и коробочкам. При этом сам набор не выглядит перегруженным. В комплекте идут пронумерованные декали и платы фототравления, что здорово облегчает последующую сборку. Более того, внутри нас ждет большая декаль со знаменитым ромбическим рисунком камуфляжа, лозингом. Инструкция здесь простая, понятная и цветная. Разработчики не поленились и даже дали схему расчалок под разными углами. И все же, прежде чем тянуться за клеем, обязательно делайте сухую примерку. Прикладывайте детали друг к другу, чтобы точно определить места соединений и их правильное положение, дабы избежать досадных ошибок. А еще я советую сначала протестировать ваш суперклей на самом материале, чтобы понять, как именно он схватится. Просто возьмите пару ножек от поддержки 3D-печати и попробуйте склеить их между собой. Кстати, при работе вам точно понадобится шпаклевка. Да-да, вы не ослышались. Перед нами не привычный литьевой пластик из пресс-форм, а именно напечатанная модель. Так что небольших зазоров не избежать. Сама модель далеко не маленькая, это вам не блоха, поэтому спешка здесь ни к чему. Главное — аккуратность и предельная внимательность. Если вы все сделаете правильно, то даже чисто из коробки у вас получится потрясающая и очень оригинальная копия. Так что, если у вас уже есть приличный багаж опыта в моделизме и в работе с 3D-печатными наборами в частности, и вы хотите удивить зрителей на каком-нибудь конкурсе стендового моделизма, я однозначно рекомендую этого производителя. У них в ассортименте есть еще очень много всего интересного. Ну вот мы и подходим к финалу этого ролика. А это значит, что у меня появилось законное право немного пофилософствовать. В заключение хочу сказать, если у вас есть хотя бы малейшее желание, возможность съездить на какую-нибудь выставку или конкурс стендового моделизма, обязательно поезжайте. И совершенно неважно, будет ли это грандиозное международное шоу, региональный кубок или скромная городская выставка выходного дня. В качестве живого примера тут один липайчанин вообще со своими работами на сам Машон замахнулся. Так что рамки только у нас в голове. Подобные поездки — это превосходный шанс вживую увидеть, как творят другие авторы, подглядеть пару-тройку интересных фишек и получить мощный заряд вдохновения для будущих проектов. А кроме того, это отличный повод знатно пополнить свои хомячьи запасы, здорово провести время и, что самое главное, найти новых верных друзей по нашему общему увлечению. Думаю, на этой позитивной ноте мы сегодня и закончим. Отдыхайте, набирайте сил. Ну а я отправлюсь обратно за рабочий стол, собирать новые модели, готовить сценарий для следующего ролика и присматривать очередной интересный конкурс, куда можно будет сгонять в обозримом будущем. Всем удачи и пока!